Эти три волка впервые увидели мужчину в момент его крайней нужды. Он был бездомным, изможденным и голодным. Сидел у мусорных баков на окраине деревни, вцепившись в старое одеяло, которое нашел пару дней назад. Звали его Андрей. Раньше он работал строителем, у него была семья, дом, планы. Но череда несчастий, потеря работы, развод, болезнь и одиночество буквально сломали его. Он оказался на улице, без поддержки, без надежды и без будущего. В тот холодный вечер он в отчаянии рылся в мусоре в поисках хоть каких-то остатков еды. Дождь моросил, ветер пробирал до костей, а одежда давно не грела. Он чувствовал, что силы заканчиваются, и что уже все равно, чем все это закончится. Он не знал, что за ним наблюдают. Три волка, крупных, с мощными лапами и умными глазами, стояли на расстоянии, прячась в темноте за деревьями. Обычно волки сторонятся людей, особенно тех, кто может быть опасен. Но этот человек не вызывал страха. От него не исходила угроза, только слабость, отчаяние и боль. Возможно, именно это и заставило их приблизиться. Первым из тени вышел самый крупный волк с белым пятном на груди. Он подошел на несколько шагов, остановился и внимательно посмотрел на мужчину. Андрей замер. Внутри все похолодело. Он ожидал нападения. Но волк не шел дальше. Он просто смотрел. Затем повернулся и пошел в сторону леса. Через пару мгновений к нему присоединились остальные двое. Пройдя несколько метров, они снова остановились и оглянулись, словно ждали. Андрей не знал, зачем делает это, но поднялся и пошел за ними. Дождь усилился. Одежда намокла насквозь, ноги скользили по грязи, но волки не останавливались. Через 40 минут пути по мокрому лесу они привели его к старой заброшенной хижине. Маленький деревянный домик был почти спрятан среди деревьев. Дверь висела на одной петле, но внутри оказалось сухо. Были остатки мебели, печка и даже немного дров под навесом. Волки молча исчезли в темноте, а Андрей, с трудом разжигая огонь, согрел руки и, наконец, почувствовал, что жив. Через несколько часов волки вернулись. Один из них нес в зубах мертвого кролика. Другой притащил старый мешок, в котором оказалась поношенная, но теплая одежда. Андрей не мог поверить в происходящее. Он приготовил мясо, наелся впервые за долгие недели, а в ту ночь впервые за много месяцев уснул спокойно. Волки легли у входа, будто охраняя его. С этого дня началась их странная, но крепкая дружба. Волки приходили почти каждый день. Иногда с добычей, иногда просто ложились рядом. Андрей починил крышу, убрал хижину, наладил печку. Он записывал мысли в старом блокноте и учился снова чувствовать себя человеком. Постепенно силы возвращались. Через 2 месяца он впервые выбрался в деревню. Люди не узнали его чистый, сильный, с уверенным взглядом. Когда его спрашивали, как он выжил, он говорил просто: «Мне помогли волки». Многие смеялись, кто-то считал его сумасшедшим. Но однажды произошло то, что изменило все. В деревне пропала 5-летняя девочка. Она заблудилась в лесу, и, несмотря на поиски, найти ее не могли. Наступила ночь. Люди были в панике. А под утро к деревне вышли 3 волка. Один из них вел девочку, укутавшуюся в его шерсть. Она была уставшей, испуганной, но живой. Один волк нес в зубах ее куртку, другой обнюхивал каждого, кто подходил, словно проверяя, не навредит ли кто ребенку. С тех пор отношение к волкам в деревне изменилось. Люди перестали бояться. Андрей стал рассказывать свою историю о том, как оказался в лесу, как волки приняли его и дали второй шанс. Молодежь, волонтеры, путешественники начали приходить к его хижине, слушать и учиться. Но несмотря на интерес людей, Андрей знал, ближе всех ему по-прежнему были эти 3. Они стали не просто спасителями, они стали семьей. Теперь, сидя у костра, он часто гладил одного из волков по спине и говорил: «Вы спасли меня. И спасли ту девочку. Кто знает, сколько людей вы еще спасете. Вы не дикие. Вы мои братья». Эта история напоминание о том, что помощь может прийти оттуда, откуда мы ее совсем не ждем, что настоящая доброта не зависит от формы тела или языка, и что порой именно животные умеют чувствовать больше, чем люди.
Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!